Здравствуйте. Продолжаем разбираться в Kubernetes. Сегодня будет тема, посвященная выселению подов с нод. Ну, вот так вот. На самом деле мы будем смотреть под disruption бюджет, то есть бюджет по разрушению подов. Наверное, так правильно переводится. Ну, в общем, будет небольшое, но интересное видео. В Kubernetes есть такая штука, называется под disruption бюджет. И не знаю, как правильно говорить по-английски. Я говорю так. Буду говорить дальше PDB, чтобы не мучить ваши уши нежные своим корявым английским языком. Так вот, есть некая вещь, называется под disruption бюджет. Ссылочка, естественно, на документацию присутствует. На самом деле описание находится в разделе под disruption, но и здесь вот есть конкретно про него. Ссылка будет, естественно, под видео. Вернее, не под видео, а в документации. Соответственно, PDB ограничивает количество подов в реплицируемом приложении в случае создания другими приложениями eviction. Eviction – это, грубо говоря, запрос на выселение пода с ноды. То есть, вот если вам нужно под с этой ноды удалить, то можно сгенерировать kind eviction. Это под, скажем так, под запрос, под ресурс самого пода. Если вы в API глянете, то у вас там будет в API pods, потом имя пода, а уже дальше eviction. Вот, соответственно, evictions это тоже есть API, соответственно, есть kind eviction. Сейчас он у меня тут рисует это все, вот он, да. То есть, все как положено, API version, соответственно, eviction policy. Вот, kind, метадата, и здесь есть еще дальше глубже копнуть, мы это копать не будем, но в принципе там есть опции по удалению, то есть отдельный kind, delete option, которым, в общем-то, расписывается, как это все удалять. На самом деле в этом видео мы не будем так глубоко копать, это сейчас не суть важно, мы сегодня коснемся только вот этого PDB, только этой темы. И, соответственно, есть kind PDB, и вот и он ограничивает наши возможности по выселению подов. И сейчас мы это с вами все посмотрим. Значит, у PDB есть два параметра, всего лишь два параметра. Это max unavailable и max available. Наверное, так звучит. Максимальное количество подов, которые могут быть недоступны одновременно. Ну, имеется в виду у deployment, stateful set. К daemon set это не имеет смысла применять PDB, потому что, ну, daemon set, понятно, он по одному поду на каждой ноде делает. И, в общем-то, это к нему не относится. То есть, и min available, минимальное количество подов, которое должно быть доступно. Ну, идея следующая, что у вас есть какой-нибудь деплоймент, и в этом деплойменте вы говорите, что вот мне нужно там 10 подов, у меня было запущено. Но у вас есть некая граница количества подов, когда ваше приложение работает корректно. Ну, допустим, там кворум нужно собирать. И вы говорите, что вот для того, чтобы мое приложение там работало с кворумом, со всеми делами, чтобы все было хорошо, мне требуется наличие минимум 3, допустим, 3 подов данного приложения. И, соответственно, вы можете написать min available 3, и это означает, что под disruption бюджет PDB будет следить за тем, чтобы у вас было не меньше 3 подов. Но тут есть маленькое но, мы его чуть позже увидим, когда будем рассматривать нюансы. В общем, не меньше 3 подов. Соответственно, больше можно, меньше нельзя. Можно наоборот, max unavailable, то есть можно сказать, что вот, допустим, у меня максимум недоступно должно быть всего лишь 2 пода, то есть из 10 2. То есть можно подойти с другой стороны границы к описанию. Конечно же, можно указывать не только числовое значение, но и процентное. То есть можно указывать в процентах, если при округлении, потому что процент может быть неровно бить по количеству подов, при округлении у вас процента получается какое-то дробное число, всегда идет округление в большую сторону. То есть, если у вас там получилось 3,5 там, или 3,2 пода, то это значит 4. Допустим, min available 3,2, такого быть не может, значит будет 4. Это нужно понимать. Ну, еще нужно понимать, что в PDB, когда вы его определяете kind, нужно использовать либо это, либо unavailable, либо available. Сейчас посмотрим простейший пример. Значит, у меня есть некий deployment тест DP, где я говорю, что мне нужно 4 реплики. То есть, у меня должно быть при запуске деплоймента 4 реплики, понятно. Значит, ну, метки и селекторы здесь это тоже все для вас ничего нового не будет. Обратите просто внимание, что у меня здесь есть под anti-affinity,
который говорит, что на одной ноде кластера только один под соответствующего приложения. То есть у меня сейчас будет кластер с 4 нодами, мы это увидим. И у меня как бы на каждую ноду кластера один под этого приложения запустится. Приложение простейшее, это трафик QMI. Довольно часто его использую, в том числе и для отладки всяких там вещей. Ну и, в общем, то, что дальше, это стандартный деплоймент, ничего нового для вас нет. И кроме этого мы еще пишем PDB. Вот у нас будет отдельный kind, API Version Policy V1. Мы указываем его имя. Это namespace зависимый ресурс, поэтому всегда нужно указывать namespace, где будет этот PDB создаваться. Но мы будем это указывать при помощи параметра "-n" в kubectl. Соответственно, labels, это просто labels данного PDB. И вот, собственно говоря, значащая часть, это спек раздел. Здесь мы говорим, что мы будем делать min available 3. Помните, у нас в подах будет 4 пода мы запрашиваем. Но вот в PDB мы говорим, что минимум 3 пода должно быть, хоть ты тресни. А дальше мы указываем при помощи селектор match labels, на какие поды это все распространяется, на какие деплойменты и так далее. Соответственно, здесь у нас идут labels, метки вот этих подов, вот этого деплоймента. То есть, в общем-то, вот такой вот PDB. Значит, есть соответствующий файлик манифеста, который на экране. Здесь все то же самое, но более правильно разукрашено, потому что среда разработки и модуль Kubernetes Visual Studio Code, он понимает, и YAML понимает, что такое якоря, поэтому здесь нормально их разукрашивает. Применим наш манифест. Так, нам нужно сначала перейти в директорию соответствующую. Вот так. А где я нахожусь? У меня директория, сорян. И здесь применить данные манифесты. Значит, мы можем посмотреть, какие PDB в namespace work. У меня такой namespace уже есть. Я обычно им пользуюсь в последнее время. Мы можем посмотреть, какие PDB у нас здесь есть. Мы видим, что здесь есть у нас testDB, min available 3, max available, unavailable, он не определен, все нормально. А вот здесь у нас allowed destruction почему-то 0. Очень странно. Должно быть 1, потому что мы же заказывали 4 пода. То есть у нас 4 реплики. Очень странно. Такого быть не должно. Давайте посмотрим на поды. Может быть, не успел кто-то стартануть. Да, еще один под у нас находится в состоянии pending. Он у нас не стартанул. То бишь, видите, PDB говорит, что у нас 3 min available, но разрешено для удаления, разрешено для удаления 0 подов из вот этого набора. Сейчас должен там стартануть под. Гляну сейчас за экраном, что там случилось. Может, нода кластера у меня не поднялась еще. Да, у меня там одна виртуальная машина не стартанула. Сейчас все ноды в состоянии ready. Не знаю, почему виртуалка не стартанула. Там OpenSUSE что-то отказался работать. Так, давайте еще раз глянем на PDB. Давайте глянем на поды. Так, пока состояние unknown у testDB. Значит, сейчас он должен, по идее, его уже запустить. Workload, поды. Что пишет? Все, запустился. Так, снова поды. Видим, что был один рестарт у него зачем-то. Ладно. И снова смотрим на PDB уже при всех 4 работающих подах. Видите, у нас min available 3 для нормального состояния. И еще один под мы можем удалить из этого набора. То есть разрешено к удалению, разрушению, наверное, это правильно звучит. А теперь мы сформируем вот этот evict. Evict формируется не очень просто, он формируется некоторыми приложениями, и, допустим, достаточно часто администраторы занимаются своей административной работой с кластерами Кубера. Что они делают? Они выводят их, допустим, из эксплуатации для каких-то профилактических работ, или, допустим, просто вывести из ноды, из кластера ноду и так далее. Значит, это делается при помощи 2 команд. Это делается при помощи команды cardon и, соответственно, drain. На самом деле можно было сделать сразу команду drain, она cardon автоматом применила, но так вот просто привык. Поэтому что мы сейчас с вами сделаем? Мы сделаем команду cardon. Если вы помните, команда cardon переводит ноду
в состояние, запрещающее деплоймент подов на эту ноду. То есть, видите, у нас KS3 появилось состояние scheduling disable. То есть, запрещено распределение подов на данную ноду. То есть, мы запретили сюда поды распределять. Но сами поды еще работают. Соответственно, для того, чтобы оттуда ноды, с этой ноды эти поды убежали, их нужно оттуда выселить. То есть, мы делаем команду drain. Это очистка данной ноды. Ignore daemon set, понятно, потому что поды daemon set, но они поды daemon set, они никуда убежать не могут, а у нас тут будут сообщения об ошибках, если мы не сделаем ignore daemon sets. Вот, соответственно, мы говорим, сделай evict, высели нафиг всех отсюда, кто тут был. И что мы видим? Мы видим, что already cardoned, это то, что мы сделали раньше, cardon. Дальше мы сделали ignore daemon set. Он говорит, вот daemon set, которые у нас здесь были, мы их не трогаем. А дальше мы послали предупреждение о выселении соответствующим подам. Ну, если подов будет много, ну и списочек будет побольше. Что это значит evicted? Мы вот в этом поде создали вот этот ind evict, который говорит, что данный под нужно отсюда удалить, выселить. Ну и дальше мы видим сообщение, что данный под был evicted, то бишь он отсюда был удален. Если мы сейчас снова посмотрим на наши поды, которые есть, видите, вот наш под, он перешел в состояние pending. Почему? Потому что у нас всего лишь 4 ноды в кластере. Соответственно, у нас есть под anti-affinity, запрещающий один под на, одинаковые поды вот этого деплоймента на одной ноде. И поэтому, грубо говоря, планировщик не знает, куда его поместить, поселить, поэтому он висит у нас в состоянии pending. Ну, а если мы посмотрим на PDB, то мы увидим то, что уже видели, да, когда одна нода у нас отсутствовала в кластере, что, нормально. То есть, минимальные у нас требования соблюдены, но вот уже больше никого удалять мы не можем. Сейчас мы повторим данную операцию с нодой CS2. Я сразу сделаю здесь drain. Без cardon, потому что cardon он сам сделает. Вот обратите внимание, KS2 cardon, это он его сам сделал. Ignore, а дальше он говорит, я вот evicting поды, я вот собираюсь эти поды отсюда удалять. Там было 2 пода, Cube System, какой-то RKE, Core DNS. Core DNS можно перемещать. И смотрите, у нас не получается данную ноду задрейнить. Почему? Потому что мы получаем сообщение об ошибке. Я не могу выселить под, потому что вот под Disruption бюджет нам это дело не позволяет. Под Disruption бюджет нам это дело не позволяет сделать. Вот такая забавная штука. Соответственно, я здесь нажимаю Ctrl-C. И мы смотрим на состояние наших подов. Как видите, 3 пода как были в состоянии running, так и они остались. Но если мы посмотрим на наши ноды, то мы увидим, что да, вот у нас 2 ноды, они scheduling disable, и туда никто распределять ничего не может. То есть сработал под Distribution бюджет. Соответственно, давайте вернем обратно эти ноды в нормальное рабочее состояние. Сделаем им uncardon. Соответственно, вот они у нас в состоянии ready, все с ними хорошо. И, соответственно, посмотрим на поды. Сейчас этот под приземлится на разрешенную ноду. Немножко подождать. Вот он пошел running. То есть он запускается. Теперь немножко о том, как применять PDB, потому что к этому вопросу нужно подходить с умом и нужно читать документацию. Понятно, что не имеет смысл. На самом деле имеет, но тут есть нюансы. Но в большинстве случаев не имеет смысл делать PDB для деплойментов, у которых, by design всего лишь один под. То есть вам нужно, чтобы был всего лишь один под и больше не надо. Потому что вы не сможете его обновить, если у вас будет PDB и Minimal Label 1 будет стоять. Вы просто тупо не сможете его ноду, на которой находится данный под, вывести из эксплуатации. Просто у вас тупо не получится. В этом случае, конечно, можно Minimal Label сделать 0. А какой смысл? Хотя смысл есть. Ладно. Можно сделать Minimal Label 0. Либо просто вручную перед выводом нода из эксплуатации, вручную, понимая все последствия, просто удалить под с этой ноды и как-то его перенести на другую при помощи, ноды селектора, например, и так далее. Вот. Хотя, если говорить про Minimal Label 1 и всего лишь один под, может быть ситуация следующая, что у вас в кластере есть одна какая-то жирная машина, на которую приземляется какой-то жирный под, и больше его никуда сдвигать нельзя.
и вы вдруг по ошибке, ну или там забыли, решили вывести эту машинку из эксплуатации, и, соответственно, у вас этот под как бы застопорит вывод из эксплуатации, мол, ты хорошо подумал, вот у тебя здесь есть PDB, и он говорит, нельзя эту машину трогать. Ну, дальше вы уже будете принимать какие-то ручные действия, потому что ручные действия применять можно, мы сейчас с вами это увидим. Также не имеет смысла использовать PDB для jobs. Ну, понятно, что job, он завершает свою работу. Ну, если успешно завершает свою работу, он ее должен завершить. Вот. И применять PDB для jobs, ну, как-то бессмысленно абсолютно. Ну, и так далее и тому подобное. В общем-то, рекомендации по PDB вы можете почитать в документации. Ссылочка здесь есть. Там прямо расписано вот что, зачем, почему, как применять. Теперь поговорим про нюансы применения PDB. То есть в самом начале я говорил, что PDB распространяется только на kind eviction. То есть вот если у вас появляется eviction у пода, то, мол, типа его требуется выселить с данной ноды, вот только тогда работает PDB. Давайте посмотрим, все очень просто. У нас есть этот deployment, мы ему сейчас сделаем 2 реплики, попросим создать. Вот у нас реплика. Вот у нас поды, и мы видим, что да, у нас 2 всего лишь пода, которые, хотя, конечно же, мы должны были вроде бы, так, где у нас тут PDB? Хотя мы должны вроде по правилу PDB вот, держать 3 ноды. Почему происходит так? Да все очень просто. Когда мы с вами скейлим, допустим, поды, когда мы их удаляем командой kubectl delete, мы не формируем вот этот kind evict. Он не формируется. Соответственно, PDB не работает, он реагирует только на evict. Вот. И поэтому можем вручную вот так вот уменьшить количество подов ниже, чем вот в PDB. Соответственно, можем удалить поды и тому подобное. Вы должны это учитывать в своей работе и понимать, что PDB работает только с evict. И по большому счету сейчас, вот в нашем случае, мы можем это увидеть только когда делаем команду drain, kubectl drain, потому что kubectl drain формирует вот этот kind evict. Разумеется, в документации это все написано, я тут даже вот выдержку, цитату из документации сделал, что поставщики хостинга и менеджеры должны использовать инструменты, которые учитывают под instruction z, вызывая API evict вместо прямого удаления подов или деплоймента. Ну, мне пока до поставщика хостинга далеко, я там не работаю, но в принципе вот как бы понятно, да? В общем-то, давайте все удалим, что мы здесь понаделывали, потому что в дальнейшем нам это не надо. Не пригодилось, как в том старом анекдоте. Ну что ж, PDB мы с вами посмотрели. Вы должны прекрасно понимать теперь, когда оно работает. В общем-то, в нашем случае только с drain. Значит, PDB не работает, когда мы вручную, не используя evict, применяем какие-то действия. И, кстати, PDB не работает, когда у нас происходят какие-то крэш. Допустим, вот нода автоматом навернулась, да, там вот просто пропала по каким-то причинам. Сеть там разрушила кластер, и половина кластера другую половину не видит. PDB в этом случае работать не будет. Подов может быть меньше. То есть это тоже не работает. Ну, вот такая забавная технология. Вы должны о ней знать. Я вам о ней немножко рассказал. В общем-то, на сегодня все. Увидимся в следующих видео.